Не покидайте своих преданных питомцев, даже когда возраст берет свое. Они служили вам честно, всегда готовые поддержать в самые тяжелые минуты. Пусть их физические силы ослабевают, но их верность и любовь остаются неизменными. Это история о человеке, который утратил часть себя, оставив верную собаку в лесной чаще, и о том, как она пережила это предательство, обретя новую судьбу в лице другого хозяина, человека, оказавшегося достойнее прежнего. Время — страшная сила. Оно беспощадно ко всему живому. Оно уходит, забирая с собой былую ловкость и яркость, оставляя лишь воспоминания. Те качества, что раньше были всегда рядом, постепенно угасают, становятся менее заметными. Это касается и людей, и зверей. Слишком просто забыть, что преданность — не просто красивое слово, а настоящая внутренняя сила, требующая от того, кто ее дарит, огромной самоотдачи. Это жертвенная отдача, которая далеко не всегда находит должную благодарность. Так случилось и с одним старым охотником, который утратил покой, лишившись своего пса. Собака была с ним много лет и была лучшей из всех. Он часто вспоминал, как она впервые оказалась у него. Он был тогда молод, полон надежд и амбиций. Долго искал такого друга, верного товарища для совместных походов, для охоты в лесах. Он был уверен, что она никогда его не подведет. Она была идеальной помощницей, умной, решительной. Их союз был совершенен. Она безошибочно шла по следу, была стремительной и неутомимой, не ведая ни боли, ни страха. Каждая удачная охота наполняла его гордостью за свою спутницу. Но шли годы, и собака начала стареть. Как ни старался он этого не замечать, это было очевидно. Она уже не мчалась с прежней скоростью, ее лапы теряли силу, а глаза, когда-то горевшие огнем, потускнели. Она стала отставать на охоте, уже не так чутко держала след. Но это была лишь неизбежная дань времени, которая не щадит никого. Все же охотник продолжал брать ее с собой, надеясь, что она снова станет прежней. Но настал день, когда он осознал, больше не может полагаться на свою напарницу. Она не справлялась с работой, и в его голове зародилась мысль: зачем мне теперь эта собака? Она больше не полезна, она стара и обуза. Он не представлял, как будет охотиться без нее. В душе его поселились разочарование и досада. Того прежнего уважения и любви как не бывало. Решение созрело внезапно и быстро. Он больше не хотел ее видеть, решив, что ее время прошло. В один из дней, отправившись в лес, он принял роковое решение — оставить ее. Он привел ее в глухое место, отдал последние, бессмысленные для нее команды, которые она по привычке послушно выполнила, и ушел, не обернувшись. Она осталась одна посреди незнакомого леса, среди безмольных деревьев, не зная пути домой. Она стояла и смотрела вслед удаляющейся фигуре, не понимая, что происходит. Она не знала, почему хозяин ушел, оставив ее одну в холодной чаще, но оставалась верна ему до конца. Так она и жила в лесу, одинокая и беспомощная, много дней и недель. Лес стал ее новым пристанищем, но она не умела здесь выживать. Она искала еду, воду, укрытие, но с каждым днем это становилось все труднее. Она слабела, ее лапы были сбиты в кровь, а взгляд утратил прежний блеск. Но она продолжала идти, потому что дух ее был силен, а верность непоколебима. Она не могла осмыслить случившееся, но любовь к хозяину по-прежнему жила в ее сердце. И хотя силы иссякали, она не сдавалась. С каждым шагом она все еще верила, что однажды он вернется за ней. Но этого не случилось. Прошло много дней, и однажды ее заметил другой охотник, проходивший той же тропой. Он увидел ее издалека, исхудавшую, изможденную, покрытую ранами, с печальными глазами. Она была на краю гибели, но еще дышала. Охотник не смог пройти мимо. Он забрал ее, накормил, выходил и подарил шанс начать все заново.
Его доброта и забота быстро вернули ей жизненные силы. И вскоре она вновь стала тем сильным и уверенным зверем, каким была раньше. Через некоторое время собака принесла щенков, и новый хозяин был счастлив. Он гордился своей питомицей, вновь ставшей отличной охотницей, и ее подрастающим потомством. Однажды, охотясь с уже подросшими псами, он встретил человека, чье лицо показалось ему знакомым. Это был тот самый старый охотник, когда-то бросивший свою собаку. Они разговорились. Новый хозяин рассказал, как нашел в лесу умирающую собаку, выходил ее и как она стала ему верным другом и отличным помощником. С каждым словом лицо старого охотника становилось все мрачнее. И когда хозяин подозвал к себе свою собаку, старик вдруг с ужасом узнал в ней свою прежнюю спутницу. Он не проронил ни слова, развернулся и поспешно ушел, не в силах вынести этого зрелища. Но слезы, что текли по его щекам, скрыть было невозможно. Он понял, что потерял не просто собаку, он растерял свою человечность. Он ушел, не объясняя ничего, но его мука была очевидна. Остались лишь пустота и горькое раскаяние. Но время для исправления было упущено навсегда. Собаки не злопамятны, они умеют только любить. Люди же порой бывают жестоки. Мужчина ушел в молчание, но его душа была уже разбита. Он не мог вернуть прошлого, не мог исправить содеянного. В тот миг он осознал, что утратил куда больше, чем просто помощника на охоте. Это был день суда, приговор которого он будет нести всегда. История старого охотника и его собаки — это история о том, как легко утратить самое дорогое и как горько осознавать свою ошибку, когда ничего уже не изменить. Но, несмотря ни на что, собака оказалась сильнее обстоятельств. Она пережила предательство и обрела новую жизнь. Она продолжала служить новому хозяину, становясь с каждым днем важнее и нужнее. А старый охотник, уходя вглубь леса, остался наедине с тоской и пониманием непоправимости своей вины. Это не просто рассказ о покинутой собаке. Это история о том, как преданность и любовь могут быть забыты, а затем потеряны навсегда. О том, как человеческие решения и безжалостное время могут разрушить то, что строилось годами верности. Но собака, какой бы ее ни бросили, остается сильной, готова любить и служить даже после предательства. Она была верна до конца и, пройдя через страдания, не сломалась. Она выжила и нашла свое предназначение. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!